Друзья, всем привет! Вы у меня на канале Лашкевич Про. На этом канале можно найти видео как для отдыха, так и для каких-то домашних хобби, например, пчеловодство. Ну и также ремонт авто и изготовление каких-то самоделок в быту для дальнейшего использования у себя либо на приусадебных участках, либо в своем домашнем хозяйстве. Сегодня я хочу поговорить с вами о пчелах, какие весенние работы я провожу на пчелоферме и с чем сталкиваюсь. Основная работа вот сегодня у нас 9 мая. Выпал еще один теплый майский денек. Около 15-20 градусов обещают нам синоптики. И пчелы в эти дни что делают? Облетаются после зимы, опорожняют свои, очищают желудочки, то, что у них на зиму накопилось, и наводят порядок в своих домах. В принципе, то, что мы другой раз делаем к Пасхе, к Радонице, наводим порядки у себя дома. Весна, солнце, хочется двигаться, хочется что-то делать, ну и просто-напросто жить. Что не говорят, но солнышко нас к этому подстегает и радует. Основной инструмент для начинающих пчеловодов, что нам нужно весной, это я сейчас буду осматривать улья. У меня они ужаты, стоят заставные. И для того, чтобы пчелы в ближайшие дни обещают опять с похолодания вернуться, и для того, чтобы пчелы занимались уже с маткой внутри гнезда, больше времени тратили они на уборку, я весной произвожу им очистку дна. Есть улья ППС, у которых дно убирается и можно это стряхнуть, сделать оперативно. У меня улья Дадан, лежаки. Поэтому мне нужно открывать крышку, сдвигать немного по бокам, там где карманы, рамки убирать и выметать, грубо говоря, подмор, остатки крошки, то, что вскрывали пчелы зимой и питались медом на рамках. И также, для чего это хорошо весной делать, я вижу реальное состояние семьи после зимовки. Оценив состояние семьи, мы уже можем делать в дальнейшем, что предпринимать какие-то меры. Либо по усилению, либо вот я буду подставлять, например, остались с осени такие вот рамки. Здесь был мед с пергой. Часть этого запечатанного меда откачалась, но осталась прошлогодняя хорошая рамочка, которая даст на весеннем развитии, если ее в центр ставить, место для засеивания матки. Чтобы матки уже начинали после спячки просыпаться и начинать сеять. Поэтому такую вот работу буду проводить. Лишние рамки, может, если они там будут иметься, я буду выводить и ужимать гнездо, чтобы им было в ближайшее время тепло и семья могла полноценно развиваться весной. Сейчас покажу, как они сами тоже проводят свои весенние работы. Выносят очень много подмора. Здесь вот можно видеть, вот это все коричневые точки, это пчелы чистили желудки, вылетали и испражнялись на улице. Сегодня вижу по активности несут пыльцу желтую, где-то что-то уже цветет. Сейчас посмотрим, я хочу вам показать, как они с улья выносят. Вот семья, которая, возможно, у меня в том году первая отроилась. Но в этом году я вижу, что есть активность, пчелы хватает. Я думаю, мы ее разовьем с новой маткой. А может быть, была просто тихая смена. Здесь улей. Это прошлогодняя свежая маточка у меня. Очень сильная семья пошла в зиму. Вот она, смотрите. Пчелка выносит погибшую пчелу и ей помогают ее убрать с улья. Одна, вторая несет. И они взлетают вместе с ней и пытаются ее отбросить подальше от улья. Сейчас она раз, либо скинуть вот. Скидывают на землю подальше от улья. И таким способом, толпой даже вот помогают это сделать. Для того, чтобы немножко им упростить жизнь, как говорится, я просто-напросто
Сейчас позанимаюсь и почищу улья. Тем самым посмотрю. Ну, а если будут интересные моменты, я буду вам показывать. Что мне для этого надо? У меня на пасеке с самого начала нужно хорошая стамеска, для того, чтобы можно было запрополисованные рамки. Они очень прополисом склеены, чтобы не тратить силу, оторвать, сделать рычаг. Держатель для рамок, чтобы можно было извлекать. Вилочка, может быть, какие-то часть рамок я вскрою, помогу им вскрыть воск, и чтобы они их выбирали, доедали. И опять же нож. Все, там у меня есть кисть, которая будет со дна подмор этот чистить. Ну и пойдем с вами сейчас посмотрим. День прекрасный, теплый именно для таких вот работ. Еще один совет мой начинающим пчеловодам. Конечно, вот вы видите, солнечная сторона, южная, активность будет больше, чем на второй стороне, где у меня немного идет затенение. Еще солнце не развернулось. Активность есть, но пчелы на южной стороне более активные. Смотрите, сколько лежит пыльцы уже на прилетке. Снизу вот дырочку нашли, надо им заклеить, чтобы они туда не лазили, не теряли пыльцу. Ага. Шурупчик надо вкрутить. Ну и еще один улей вот. Тоже занимаются пчелы очисткой. Носят пыльцу активно. Все, не будем тратить время, посмотрим, что у них внутри. Зимовали у меня пчелы на рамках с медом. Развел я только сиропа для более легкой зимовки пчел. 10 килограмм дал на 5-6 ульев. Грубо говоря, там по 1,5, чуть-чуть больше, кило 800 где-то на улей. И все, в принципе. Остальные рамки их, то что было с осени они насобирали, то и давал. На утеплении у меня лежит войлок и такая защитная сетка, грубо говоря, для сбора чистого прополиса. Заберу ее немного попозже, заморожу и выведу вот этот чистый прополис для себя. Два кармана слева-справа. Знаю, что эта семья садилась здесь, в правой части, поэтому сейчас немножко посмотрю эту часть. Но они уже расползлись, смотрите, по всему улью. Я бы не сказал, что семья маленькая. Пчела расползлась. Матка у меня здесь не помечена, но сейчас, наверное, посмотрю, что добавлю в центр, пару рамочек. Ну и постараюсь забрать подмор. Пчелы хватает, если они еще не дочистили. Такая вот чистота в улье, сухо. Самое главное, чтобы в улье было сухо. Работают мои заставные с пеноплекса. Вот они. Ставил я на зиму. В принципе, функцию свою они выполняют. Сейчас вот буду смотреть боковые рамки, которые с медом, может быть, заберу, открою. Все, позанимаюсь, а интересные моменты уже буду вам показывать. Дошел почти в край гнезда. Думал, будет пчелы мало на весеннее развитие, но пчелы предостаточно. Маточку я потом найду. Чистят ячейки. Друзья, вот такие вот улья продаю. В принципе, на куфоре буду выставлять. Кому надо, обращайтесь. В зависимости от объема семьи будет цена варьироваться. Добро пожаловать. В этом году хочу позаниматься немного стройкой. Красиво, хорошая пчела такая вот. Приятно на нее смотреть. Если порадовали бы еще увидеть матку, вообще было бы замечательно. Я сейчас в этот улей поставлю одну рамку. Готовят они рамки под засев. Чистят. Поэтому все. Один улей пересмотрю. Гнезда чистые. Сами справились. Немного я у них подмор убирал.
Ну а остальное они справятся. Пересмотрел я все улья. Не так уж что много подмора. Возможно, что я немного доставал его. И смотрите, вот. Не знаю чего, может побеспокоил. Пчела решила вылетела вечером облететься. Хотя как-то они хаотично так летают, непонятно. Ну, посмотрел, убедился, что все семьи нормально у них все. Это просто вечерний облет такой вот. Первого улья думал, что у них мало в зимовку пчел идет, но сегодня посмотрел, ситуация в всех ульях, ну, в принципе, такая, как и предыдущие семьи, где-то немного больше, где-то немного меньше. Нормально. Поэтому, друзья, кому нужны семьи в этом году, в 25-м, обращайтесь, продам. Единственное, что забрал холстики с прополисом и накрыл вверх досточками, закрыл и утеплил, положил войлок сверху. Такой вот сегодня день был, немного уже даже как-то подустал с ночной смены, поэтому поеду сейчас отдыхать. Ну и потом уже, когда будут силы, хочу продолжить в этом году высаживать вдоль забора зеленую изгородь. Хорошо принялись елочки. Хочу по периметру продолжить высаживать, чтобы закрыть вот этот угол тоже зеленым сделать. И у меня получится такое естественное ограждение. Все, до новых встреч. Кому было интересно, заходите, пишите комментарии. Интересно пообщаться. Может, дадите кто-то отдельный совет, обязательно приму на заметку. Ну и сезон, будем считать, 2025 открыт. Не может это не радовать. Такая приятное хобби, которым занимаешься, и оно в удовольствие. Одно из немногих. 9 марта 2025 год. А вот смотрите, трутень. Кто говорил, что трутни только позже появляются. Трутни вывели раньше. Вот ползает уже трутень. Это самец. Молоденький. Не знаю, стоишь, наблюдаешь, и приятное такое ощущение, какая-то энергия от них идет. Вечер, поэтому пчелы прилетают с поля уже домой ночевать. И такое вот количество пчелы. Приносят пыльцу на обножку. Есть, значит, что брать ранее весной. Начало марта, значит, пчелы уже с обножкой и с каким-то количеством нектара небольшим. Пока-пока, до новых встреч.